Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как сплести вот такое замечательное сердечко из бумажной лозы. Буду показывать этот процесс очень подробно. Также в конце видео покажу, как маскировать недочеты в плетении. И кому эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Итак, начинаем работу. Я беру трубочку, складываю ее пополам. В этом месте немного приплющиваю, насколько это возможно. Этой длины мне хватит. Это будет половинка моего сердечка. Беру следующую трубочку, и вот здесь вот, где у меня скрутка у трубочки, то есть я ее здесь заклеивала клеем, с этого кончика я и начинаю ей работать. Итак, я прикладываю кончиком к серединке моей первой трубочки и начинаю ее вот так вот заворачивать. Здесь следите за моими руками, то есть я заворачиваю ее несколько раз, вот таким вот образом, вывожу на другую сторону, вот так вот, восьмеркой обвиваю и начинаю вот таким вот образом восьмерочкой мою трубочку обматывать. Постепенно вот это все у меня расширяется. Очень хорошо я расширяю все. То есть такая широкая заготовка получается. Очень похоже начало на плетение ящерки, где мы с вами делали две вот таких детальки. И здесь тоже у нас с вами будет плестись две детальки. Так. Пока достаточно. Таким же образом мы с вами сплетем и вторую детальку. Точно так же я беру трубочку, складываю ее пополам. И следующей трубочкой, там где у меня скрутка, я начинаю сначала обвивать пару раз. Вывожу сюда. Так вот, на сторону. Огибаю боковую. Вывожу к следующей. И начинаю восьмерочкой обматывать мою первую вот эту вот трубочку. Также у меня широкая заготовка получается, потому что я ее расширяю вот таким вот образом. Если вы хотите сделать побольше размер, то есть побольше сердечко, то тогда закладывайте в основание чуть больше стоечек. То есть получается у вас будет не одна трубочка, например, а две трубочки, и также посередине у вас будет стоечка. Так, выводим сюда. Меряем эти две заготовочки. В принципе, готово, да. И вот если мы вот эту обвиваем, у нас получается продолжение. Вот это вот сейчас мы с вами спрячем, то есть нам с вами этой ширины достаточно. Прячем мы очень просто. Вот у меня уже конец трубочки. Могу даже его немножечко подрезать. Буквально чуть-чуть. Загибаю на изнаночную сторону вот сюда вот. И можно ее прямо подклеить. Вот здесь клеем ПВА или клеем титаном. Можно подклеить так, чтобы было незаметно. Видите, я ее наискосок даже обрезала, для того, чтобы она как бы слилась с остальными трубочками. Вот у нас готовы две заготовочки. Кстати, для удобства можно даже нарисовать сердечко заранее и по этому рисунку выстраивать свою схему. То есть, например, где у нас начало будет, где конец. Тоже этот рисуночек я себе наметила, и он мне помогает в работе. Итак, вот эта заготовочка, где мы с вами заклеивали кончик, а здесь я нарастила вот эту трубочку. Что я сейчас делаю? Я сейчас начинаю соединять мои две заготовочки. Первая и вторая — это половинки моего сердечка. И вот этой трубочкой я сейчас буду соединять их в серединке. То есть я вот так вот прокручиваю трубочкой посерединке, вывожу ее на следующую сторону. Далее поворачиваю обратно
наверх сюда у меня пойдет, и далее сюда, вниз. Можно, кстати, вот таким образом плести уже даже на столе. Вот так вот, то есть я переворачиваю, оборачиваю боковую стоечку. Вот, даже немножечко ее подтянула, потому что здесь сердечко у нас сужается, да, как мы видим, сужение идет. Вот, и начинаем плести ситцевым плетением. Так как сердечко здесь небольшое, то ситцевого плетения достаточно. Если у вас сердечко немножечко побольше, то тогда можно добавить дополнительную трубочку и уже плести веревочкой в 2 трубочки, например. Вот так вот начинаем. Здесь мы наращиваем. Итак, продолжаем плетение. Постепенно начинаем сужать. И здесь есть вот такой вот момент, что когда мы сужаем, у нас вот эти вот трубочки становятся лишними. Но мы сейчас дойдем до этого момента. Вот начинаю сужать. Даже если перевернуть, вот у нас что получается. Но мне удобнее, конечно, плести вот таким вот образом, немножечко перевертыш такой сделать. Вот, и продолжаю плести, постепенно сужаю по краям. Вот так вот, чтобы у меня не сливалось со столом. Здесь все уже нужно сужать, чтобы у нас форма, сердечко принимало определенную форму. Вот так вот 8-очкой оплетаем. И параллельно я немножечко подтягиваю это все плетение. И параллельно я примеряю это со своей формой. Вот здесь вот видите, у меня осталось совсем чуть-чуть. Здесь можно уже обрезать трубочки. И один ряд проплетем, я покажу, что дальше делать. Здесь также наращиваем. Наращивать стараюсь я за стоечками с изнаночной стороны. Нарастили, так как здесь у нас уже идет на сужение, то я одну стоечку убираю, обрезаю ее, видите, на уровне моего плетения, моего ряда плетеного. Вот таким вот образом. Но потом все спрячется под само плетение, будет подтягиваться и будет прятаться. И продолжаю плести дальше. Вот уже совсем-совсем подтягиваю мое плетение, сужаю очень хорошо. Еще раз повторюсь, если сердечко у вас большое по объему, то здесь можно, конечно, веревочкой в 2 трубочки плести. Здесь меряю, что да как. Вот у меня должны остаться 2 боковые. Серединную можно, кстати, уже убирать. И это сделаю я вот на этом этапе. Проплетаю последний виток. Вот здесь вот обрезаю серединную стоечку, также на уровне плетеного ряда. И сейчас будем с боковыми стоечками работать. Вот что дальше у нас будет. И здесь у нас с вами конец уже плетения практически. Мы подошли к ответственному моменту. Это окончание нашего сердечка. Вот у нас 2 боковые стоечки остались. Скажу, что даже если вы плетете большое по размеру сердечко, у вас все равно в конце останутся 2 боковые стоечки. Потому что серединные, так как плетение у нас сужается, в них не будет необходимости, они будут у нас обрезаться. Вот, 2 стоечки остались боковые, я наметила, где у меня окончание, опять же, сверяясь с моим карандашным наброском.
Вот, приблизительно вот здесь у меня окончание сердечка. И сейчас что я делаю? Я вот эти вот стоечки подгибаю друг под дружку. Вот одну подогнула, и на ту же изнаночную сторону я подогнула другую. Вот у нас с вами получился конец нашего сердечка. Здесь мы можем склеить, да, чтобы у нас ничего не расходилось, но я предпочитаю вот эти места не склеивать, потому что там у меня будет продета моя рабочая трубочка. И сейчас я продолжаю плести вот этой вот трубочкой, которая у меня осталась. Сделать это, конечно, камеру сложнее, но я попытаюсь это сделать. Вот я продолжаю плести восьмерочкой, оплетать уже вот эти вот сдвоенные трубочки. Но здесь как? Здесь можно их обрезать, а можно и не обрезать вот эти кончики. Я, например, обрежу потом, я их сплющиваю, чтобы они просто толщину мне не давали ненужную. Вот, и продолжаю плести дальше. Здесь очень хорошо сужаю. Наращиваю трубочку рабочую уже. Сейчас вот наращу ее и продолжу плести дальше. Покажу, что я все-таки вот эти кончики здесь подрезала. Ну, так они, в принципе, и держатся так хорошо. И сейчас начинаю уже оплетать дальше вот эту всю конструкцию и подходить постепенно к моему окончанию, к окончанию моего сердечка. Здесь уже мы с вами рабочую трубочку, приходится нам ее поддевать, продевать внутрь. Внутрь нашего уголочка сформировавшегося. Показываю все подробно, чтобы было всем понятно. Вот так вот продеваем дальше. Здесь у нас с вами должны быть настолько влажные трубочки, даже не сколько сильно влажные, сколько вот очень-очень гибкие. Как добиваюсь я гибкости? Ну вот здесь вот немножечко она треснула у меня. Как добиваюсь гибкости? То есть я их покрасила, они у меня почти высохли, стали влажные, и я в таком состоянии их убираю в пакет, что они не до конца у меня высохли, и в пакете они у меня немного доходят и вот приобретают такую гибкую консистенцию. Все, здесь можно немножечко вот таким образом подправить это все. Выводим наружу. Вот так вот можно замотать, обмотать. И вот здесь вот мы эту трубочку вот сюда вот продеваем. Почему вот я изначально клеем не мазала? Потому что я знала, что сюда я продену вот эту вот рабочую трубочку. Это у меня изнаночная сторона. Но она тоже должна быть красивой, поэтому вот так вот продели. Вот что у нас получилось с этой стороны. Можно, конечно, продеть это все внутрь. В принципе, тоже такой вариант есть. Вот, можно продеть вот таким вот образом. Тут вы уже сами решаете, как и что. Просто сами смотрите, да, куда продевается ваша рабочая трубочка, как она у вас ложится. В общем-то, смотрите тоже такие варианты, которые вам в вашей ситуации наиболее удобны и уместны. Здесь вот мы можем подклеить вот эту рабочую трубочку, например, вот там внутри. Хоба, вот здесь вот, да. Вот. И обрезать. Обрезать так, чтобы пенечек
не особо торчал у нас. Чтобы даже и с изнаночной стороны у нас было не особо все и видно. Можно еще обрезать маленько. А можно замаскировать тем способом, который я показывала в одном из своих видео. Для тех, кто не видел, как я маскирую вот эти вот места, эти пенечки белые, коротенько покажу. Существует несколько способов их замаскировать, вот если они прям выскакивают у нас, и их уже никуда не убрать. Первый способ — это немного подмазать морилкой или колером того же цвета, которым вы закрашивали сами трубочки в изделии. Но это, конечно, не очень хороший вариант, тоже у некоторых колера не сохраняются, либо морилка заканчивается. И есть второй способ, которым я пользуюсь. Вот у меня остатки трубочек, какие-то такие обрезки. Я беру обрезок трубочки, его раскручиваю, у меня получается вот этот вот закрашенный край, вот он. И сейчас я от него немножечко прямо ручками, прямо вот так вот вырываю кусочки. Именно вырываю, тут именно важен рваный край у этих маленьких кусочков. Маленькие-маленькие кусочки прям вот в руках даже и не помещаются. Но их площадь должна соответствовать площади вот этого незакрашенного места. Теперь я вот этот маленький кусочек трубочки, даже бумажки уже, это как уже бумажка, да, получается. Я его смазываю клеем ПВА, можно любым другим, но ПВА, конечно, прочнее, надежнее. И вот сюда вот приклеиваю к этому пенечку этот кусочек бумажки. А здесь получается, так как у нас с вами рваные края, то у нас с вами вот эти вот края рваные, они очень хорошо припечатываются к поверхности и совсем не видно края. Вот заделали, смотрите, что получилось. Ну да, у нас видно, что у нас здесь окончание трубочки, а может быть она куда-то прячется. Ну, в общем, вот так вот. И здесь то же самое, мы также маскируем. Еще раз покажу. То есть мы с вами рвем кусочек бумажки, да, нашей бывшей трубочки. Смазываем ПВА. А здесь вообще лучше работать пинцетиком. Вот. Покажу все в этом видео, мало ли какие-то вопросы будут возникать. Тем более сердечко — это такая маленькая, можно сказать, заготовочка. Здесь все должно быть ювелирно, четко, аккуратно. Вот. Ну и вот так вот ножницами мы с вами вот это все маскируем. Прикладываем бумажку. Она у нас очень хорошо клеится. Излишки клея ПВА мы убираем. Вот так вот тоже ножничками. И смотрите, у нас ничего не видно. Все у нас замаскировалось. Клей ПВА высохнет, следов не оставит. Все, наше сердечко готово. А здесь, смотрите, у меня сердечко получилось не очень большого размера. Если у вас будет сердечко большего размера, то советую поступить так. Во-первых, сделать карандашный набросок, эскиз вашего сердца в натуральную величину, и уже с этим эскизом сверяться по ходу плетения. Вот как я это делала, это очень такой легкий способ, очень упрощает работу. Ну и в основание вы должны уже закладывать чуть большее количество трубочек, чем у меня. То есть у меня заложено в основание 2 трубочки, сложенные пополам. При большем размере плетения сердца там вы уже добавлять можете дополнительные стоечки. Или же, например, сразу по 2 трубочки закладывать в основание с одной и с другой стороны. Но всегда у вас окончание изделия будет такое, что 2 боковые вот эти вот стоечки у вас останутся, и их можно оформить вот таким вот способом. Как я и показала, смотрите, очень аккуратненько окончено у нас плетение сердечка, очень аккуратно смотрится, эстетически красиво, как мне кажется. В общем, дерзайте, у вас обязательно все получится.
Я очень надеюсь, что это видео оказалось вам полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, тем самым будете в курсе выхода новых видео и трансляций. И я желаю вам легкого плетения, вдохновения и увидимся очень скоро. Пока-пока!